Приветствую всех на моем канале, все, кто любит куколок, в частности куколок Лол, кому просто интересно или кто просто заглянул на канал. Хочу рассказать в этом видео о том, как я связала этих куколок, что они умеют, какие особенности. Вообще куколки Лол очень популярны по всему миру, их любят дети. Сначала мне они как-то не нравились, я видела на картинках. Вот так выглядит оригинал. Но как-то я увидела младших сестричек Лол и решила, почему бы не связать. Они мне показались милее, такие малышки, веселые, маленькие, с язычком. Но самих куколок у меня не было. Я взяла картинку из интернета просто и связала 3 куколки. Вот это одна из них. Особенностью кукол являются круглые глазки, такой довольно плоский низ головы. Эту куколку я решила сделать на каркасе. У меня здесь шевелятся и ножки, и ручки двигаются. Она может сама сидеть, но стоять она не может, потому что у нее слишком тяжелая голова. Вот. Волосики я ей привиляла из шерсти, и получилось как оригинал. Как я считала по картинке, съемные трусики. Но потом я узнала, что на самом деле оригинал это выглядит вот так. То есть я сильно ошиблась в размере. Ну, я просто не знала, какого они размера. Связала так, как мне казалось. Эта кукла всего, по-моему, 6 сантиметров, а на самом деле они по 3 сантиметра, при том, что стоя. Ну, ничего страшного. По этой куколке есть мастер-класс готовый. Есть на русском, английском языке. Ниже под видео я дам ссылочку, если вам интересно. Также на моем канале есть, кстати, отдельное видео про вязание таких глазок. То есть 2 вида глазок можно сделать: нарисованные и связанные. Можете посмотреть. Вот. Но потом я все-таки решила, купив куклу, я решила ее связать. Посмотрев на тело, я поняла, что тело сложное. У него голова снимается, кстати. И я начала вязать. Вязала я ножки, наверное, 3 раза. Никак не могла попасть в эту форму. Так как куколка, ну, очень маленькая, то каждая петелька, каждая прибавочка, каждая убавочка важна, иначе получаются уже не те формы. И я начала вязать. Первой куколкой была вот эта кукла. Она получилась, ну, немножко по форме все-таки не такой. У нее были слишком узкие бедра, да, такие сначала выпуклые, потом я рано начала убавлять. И у нее немного не такая все-таки форма головы получилась. У этой она более такая широкая, щечки, а у этой она, наоборот, более высокая получилась. Поэтому я начала вязать дальше. Вторая куколка была связана вот это. Тело у нее уже было похоже, но получилось, что я слишком прибавила в голове в стороны. Голова получилась все-таки немного больше. Вязала я ее вот по этой куколке. Видите, голова все-таки побольше получилась. Вот. Но по ростику она получилась как раз. И, наконец, третью куколку, которую я связала, учтя все недочеты, нюансы. Это вот эта куколка. У нее получилось тело такое, как надо. Смотрите, если сбоку смотреть, вот у них такой выпуклый животик. Вот он. И попка.
Возможно, чуть-чуть широковаты бедра, но это так кажется из-за того, что у них здесь вот эта вот линия, вот и нету. Какая еще особенность этой куклы? Я в нее не вставила каркас. Все-таки я решила, что этими куклами играют дети. И каркас, хоть и хорошо там обмотанный, вставлен, да, в предыдущей малышке, но все-таки я решила попробовать без каркаса. Тут все мягкое, ручки, ножки. И особенность кукол, то, что я придумала сама, я нигде это не подсматривала. Я сделала поворачивающуюся голову. Она может крутиться сколько угодно. Ну, конечно, не надо сидеть и крутить ее прям часами, а то просто-напросто ниточка вытрется. Вот так она крутится. То есть она может принимать любую форму. Вот так сбоку смотреть. Это я, конечно же, сделала так, как и у этих куколок. Тоже так же крутится голова. Единственное, у моей она не снимается, конечно. И еще особенность моей куколки, как и у оригинала, у нее есть дырочка во рту под соску или под бутылочку. Она у них вот так вставляется и держится. Точно так же я сделала своей кукле. Бутылочка вставляется ей в рот и держится, видите? Вот как сделан рот, будет известно в мастер-классе. Я немного намочила случайно рот из бутылочки с водой. У меня там была вода. Дальше я сделала бутылочку, собственно, по оригиналу, только другой цвет у меня. Она также вставляется в рот куклам. Ее можно использовать как для оригинала, так и для моей куклы. Им вставляются также сосочки. По поводу волос. Первую куклу я делала из вискозы. Я приваляла иглой для валяния и пыталась повторить вот эту вот прическу. Ну, что-то общее есть, конечно, сложно. Из резины гораздо проще сделать и нарисовать. Даже попыталась повторить челочку и култышку. Второй кукле я решила сделать волосы из пряжи. Это просто акриловая ниточка. Но когда я попыталась заплести ей вот такие косички, я их, конечно, заплела, но у меня получилась голова вот такая огромная с этими косичками, и кончики волос девать было некуда. В общем, голова увеличилась почти в 2 раза. Я это дело расплела и решила, что эта кукла у меня будет просто с такими волосами, с длинными. Ей, кстати, очень идет длинные волосы. И третью куклу я все-таки решила повторить вот эту куклу еще раз, но уже с шерстью для валяния. Я приваляла ей волосы из шерсти и заплела косички. Сделала челочку, здесь такой завиток, и получилось более-менее похоже. С шерстью работать я не очень умею, но как получилось, так получилось. Глазки я всем куколкам сделала нарисованные. Рисую я по ткани, по тонкому белому фетру, акриловыми красками. Вот, пожалуй, все, что можно рассказать о самих куколках. И по поводу одежды. Я связала платьишко. Оно выглядит вот так, с такими складочками, так же, как и у оригинала. Вязала я вот по этому черному платьишку. Вот они так выглядят. Вот это черное платьишко точно такое же. Оно связано по одной схеме, только здесь я сделала еще белый воротничок и обвязочку. Долго думала, как закрепить сзади платьишко. И сделала 2 кончика, который первый остается от вязания, и последний кончик при обрезании, при заканчивании вязания платьишка. Я их продела во вторые половины платья. И здесь сделала просто узелочки большие такие, чтобы можно было вот так вот
сделать платье, одеть на куклу легко. При этом узелки не дают этим веревочкам высунуться. Одевается. И теперь за эти узелки я просто вот так затягиваю. Низ затягиваю отдельно и вверх затягиваю отдельно. И потом я завязываю здесь бантик. После завязывания просто выглядит вот так вот сзади и вот так вот спереди выглядит. Точно так же я поступила с черным платьишком. Оно у меня сзади вот завязано, но я еще не сделала здесь узелочки просто. Потому что узелочки я придумала уже на второй кукле. Также я связала комбинезончик, шортики, здесь сделала кармашки. И точно такое же крепление сзади на узелочке я сделала. Оно легко снимается, но когда одевается, просто надо затянуть эти узелочки и завязать бантик. А чтобы снять, нужно распустить эту ниточку, и легко снимется с ручки. При этом узелок не даст, опять же, завязочки сползти. Туфельки вяжутся вообще легко. Одни туфельки вот эти я укрепила, засунула туда кусочек пластиковой карточки. И если очень постараться, то кукла у меня стоит. Здесь я не стала уже заморачиваться и просто связала без укрепления такие вот туфельки. И еще я связала отдельно юбочку, которую только что сняла с этой куколки, это ее наряд, и жилетку. Такая жилетка. Ее я делала по образу вот этой одежды, но единственное, я не сделала бантики. Юбочки нарисовала даже горошки белые, но бантики я не стала делать. Если вы хотите связать куколку такую, то в конце июня этого года, 18-го, выйдет мастер-класс по такой куколке. Он будет доступен в моем инстаграме, в моем контакте, в фейсбуке. Также на ярмарке мастеров. И чуть позже выйдет английская версия мастер-класса. Она выйдет на Etsy. Все ссылочки я оставлю. Напомню, мастер-класс по малышке уже есть. Мастер-класс по самой куколке будет где-то в конце июня. Сейчас идет тестирование. Все остальное, одежду, обувь, бутылочки, я еще хочу сделать сумочки, различные украшения, сосочки, все что угодно. Также я хочу сделать животных, но у меня пока их просто нет. И хочу сделать вот такую малышку, тоже связать размером с оригинал. У меня уже есть на канале видео по вязанию маленьких куколок 3-4 сантиметра. Поэтому я думаю, я чуть-чуть поправлю схему и свяжу вот эту куколку. Все это, начиная от одежды, бутылок, аксессуаров, маленькой куколки и животных, сумочек, всего-всего будет на моем канале этом для вас бесплатно. Единственное, описание куклы самой очень объемное, сложное. Мастер-класс содержит 130 фотографий процесса. Будет платным, потому что снять видео очень долго. Это надо будет целые сутки снимать и выкладывать. В мастер-классе будет вязание самой куколки, как соединить ножки, как ввязать ручки, как укрепить шею, как сделать вот эту поворачивающуюся голову, как нарисовать глазки, как сделать такой ротик, который вставляется бутылочка, носик, ушки, 2 вида волос, пряжа и шерсть. Также будет платьишко и туфельки. Все это будет в одном мастер-классе продаваться. И уже скоро, я думаю, завтра я выложу описание бутылочки. Оно довольно легкое.
на моем канале будет видео. И дальше будет уже выкладываться одежда постепенно и прочие аксессуары. Если вам понравились куколки, понравилось видео, ставьте пальчик. И, конечно, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео по вязанию всех аксессуаров, младшей сестрички и так далее, куколок Лол. Спасибо за внимание. Всем пока.